Приветствую, доброго времени суток всем, кто меня видит и слышит. С вами, как всегда, Гарги. И это уже вторая серия Атаки Титанов. О, Более 100 лет назад так, у человечества появился заклятый враг. ну. Как я понимаю, вот эти колоссы, титаны. Разница в силе между людьми и их противниками была слишком велика. И люди, как вид, оказались на грани истребления. Ну, ясно. Выстроив 3 стены, Марию, Розу и Сину, человечеству удалось спастись и прожить в мире больше 100 лет. Однако... Падение Сигансины, часть 2. Тот самый день. Тот самый день. Ну а то, день, мягко говоря, не с той ноги. Нам показывают ворона. Очень, между прочим, частый символ несчастья. Позабыв про заветный час, мы, не ведая стыда, беспрестанно предавались ненасытности. И теперь, пред взором твоим, встретим кару за распутность свою. Мы, предавшись ненасытности сполна, сможем очистить свои ничтожные, погрязшие в грехе души. Да, очистим. Прямо сейчас. Но преодолев сие испытание, мы впредь не познаем иной кары. Правда, что ли? Бедная женщина. Попалась. Господи. Ах, ненасытность! Как не манила ты к себе наш род! Ты бессильна против тех, кто сумел отринуть плоть земную! Не, ну страшно, страшно. Выпустишь тех, кто дошел до конца! Закрой рот уже, а? А, ну, сейчас он закроет. Ах, ненасытность! Как не манила ты к себе! Посмотрите. Священная книга, и кровь в ней поступала. Очень классный кадр того, что происходило прямо сейчас. Отчасти в этом вот... Эрен, ты чего? Мы уже почти спасли маму! Нет. Зачем ты нам помешал? Мы почти спасли ее! А ну Нет. прекрати! А он сильный, кстати, их обоих на себе тащить. Эрен, ты не смог спасти свою мать, потому что ты слишком слаб. А я не смог выступить против Титана, потому что до смерти его испугался. Черт, ну жалко человека. Ну он... Я говорил в прошлом выпуске, он хороший. Ну просто вот... Слаб оказался. Духом в самый последний. Прости, прости, ему сказал. На Микасу посмотрите, а. Что это такое? Что это? Вот, опять. Флэшбэки в башке? Что-то я не припомню ее флэшбэков. Кажется, я все забыл. Пир продолжается. Скорее! К внутренним воротам! Садитесь на корабль и плывите из Сигансины! Эвакуируют людей. Шевелитесь, пока вас не сожрали! И 100% места не будет хватать. Ни к чему они не подготовились нормально. Прямо как в Титанике, между прочим. Когда лодок на всех не хватило. И все будут пытаться... Вдоль стен расположены районы, выступающие за общую линию, как Сигансина. Ну да. Их задача притягивать титанов. Мгм. И таким образом экономить на размерах гарнизона и его оснащении. Ну, чтобы на всю стену. Жители Сигансины, как им и полагалось, стали приманкой для титанов. И могли спастись только через единственные ворота. Вы представляете, какая там толпа, а? Бросайте вещи тут! Берем только людей! Правильно. Прикиньте, драгоценности, еду, все выкидывают. Армин, садись.
Но Армин уже там. Эрон и Микаса еще не пришли. Вот они! По их лицам все видно. Лучше пока их не трогай. Бедные дети. По их лицам все ясно. Ну вот этот понял уже все. Армин вообще... Чего вы ковыряетесь? Тащите ядра! Давайте скорее! не столкнулся с ними глазу на глаз, а они столкнулись. Причем увидели, мягко говоря, не самую лучшую сцену в их жизни. Скорее! Мягко говоря. Они уже рядом! Закрывайте ворота. Надо закрывать ворота. Вот честно, надо закрывать. Ну нельзя, потому что, ну, люди, да, там еще 100% и много. Стойте! Эй, вы что делаете? Корабль пола! Отчаливай! Ну вот, пожалуйста. Стойте! Пожалуйста, пустите хотя бы детей! Туда уже никто не войдет! Отчаливай! Сейчас прыгать будут. Ну прямо на корабль. С дороги! Но жизнь это такая вещь горькая. Хочется жить, хочется. Здесь это так хорошо продемонстрировали. А вот, кстати, классно взгляд Эрона какой. Прямо видно, что парень видел смерть своими глазами. Испытал Ты ее. слепой? Куда ты целишься? А вы что хотите? Эти пушки по ним толком и не навести! Да некогда нам припираться! Бред это. Скорее заряжайте пушки! Вполне можно Поздно! навести. Вполне можно навести, кстати. Цельтесь нормально. Ворота закрываются! Отходим. Пока нас не закрыли, отходим! Стоять! Вообще, да, надо... Не закрывай! Подождем еще! В городе осталось еще полно народа! Если мы пропустим титанов, то одним потерянным городом уже не отделаемся! Это так. Людям придется покинуть все земли вплоть до следующей стены! Может и так, но не отдавать же людей на съедение титанам! Закрывайте скорей! Титаны идут! Закрывай скорей! Стоять! Вы что? Вот это я помню, признаюсь. Бронировано помню. Как его забыть можно? Вообще, в первых двух сериях очень много таких вводных сделали. Больше вопросов, чем ответов. Но это сделали крайне грамотно. Чтобы нам потом было интересно, что за бред, откуда вообще этот гигант появился, еще более страшный гигант, и этот, который может таранить. Причем сразу видно, он разумен. Потому что он такой присел. Сразу видно, разумная тварь. Чего он задумал? Огонь! Бежит по технологии. Да ну! Нет! Не помогай! И вот этот замедленный момент. Титаны близко! Вообще. Они бегут к нам! Закройте ворота! Ух, ё. На прорыв. Все. Прорвано. Оборона прорвана. Но если честно, вот тут еще их можно было бы удержать. Вот если откровенно. Если бы вот эти были бы хоть на что-то способны, Ворота. можно было бы их мочить прямо в этом узком коридоре. Можно было бы пушками. Прицеливаться не надо. Вообще не надо прицеливаться. Стреляй из 30 пушек по одному месту, а потом добивай их. Итак, я сейчас специально остановлю, показываю карту, чтобы получше разобраться в лоре. Итак, сведения, доступные на данный момент. Общее описание территории людей. Часть первая. Ну, нам показывают прямо 3 стены. Эта иллюстрация, опираясь на первоисточник, позволяет визуально оценить оставшиеся владения людей. Земля за стеной Мария не изучены.
То есть вот то, что за стеной, за третьей стеной, за вот самой передовой внешней стеной, там ни черта не изучено. Но учитывая сейчас ситуацию, вы представьте... Господи, вот я только сейчас понял масштаб всей трагедии. Я понял бы, если бы маленький город бы захватили бы... И это, да, это была бы трагедия, но не такая масштабная, как вот сейчас я вижу. Потому что, по сути, половину, если не, ну, где-то 2/5, нет, ну, 3/5 территории полностью отняты у человечества. Представляете, сколько беженцев? Вот туда не втиснуться банально, вот в ту стену, это во вторую, в розу. Банально не втиснуться. Так, второй рисунок. Сведения, доступные на данный момент. Общее описание территории людей, часть 2. Чем ближе земли к центру, тем выше они над уровнем моря. Территория людей богата водными ресурсами, полезными ископаемыми и природным газом. Уже через несколько часов после падения Сигансины на юге стены Мария, весть об этом разнеслась по всем жилым городам, словно лесной пожар. Ну, понятно, это надо донести. Это правда? Титаны смогли забраться в Сигансину? Юг стены Роза. Невероятно. Дрозд. Стены держались сотню лет. Как они могли пасть? И тем не менее, так и есть. Так говорят люди, которые спаслись по воде. Докладывают, что их не меньше 500. Вопрос в том, пала ли только Сигансина. Бросьте. Не могли же они пробраться за стену Мария? Тишина Нам гробовая. нужно предупредить столицу и ждать приказов. Это да. Ситуация ужасающая. Сами мы с ней точно не сладим. Разрешите доложить? К нам прибыл гонец. Стену Мария прорвали! Скоро титаны проникнут и на землю за ней! Нам конец. А, ты что, в бой пошел, да? Это конец. Меня точно съедят титаны. О, все, шок. Конец. Многие еще не выбрались. Я уже никогда не вернусь домой. Он еще не осознал, он еще не переварил. Но почему? Ты до самого конца ругался с ней из-за такой ерунды. Вот сейчас только осознание. Мамы больше нет. Ее нигде нет. Нигде нету, все. Сознание ушло. Почему? Потому что ты слишком слаб. Потому что все люди слабы? Нам остается только лить слезы? Без комментариев. Не хочет он. Ну не хочет он. Не хочет быть слабым после всего этого. Он не Я хочет. доберусь до каждого. Эрон, ты чего? Эрон! Эрон! Я их перебью! Яркий пример ненависти. Истреблю титанов! Всех до единого! Пожалуйста, вот последствия любой войны. Следующее поколение будет ненавидеть до конца своих дней. В том же году столичные власти постановили, что теперь земли, занимаемые людьми, будут ограничены стеной Роза. Облом. К этому времени титаны уже съели около 10 тысяч человек. Твою же. Геноцид. Эрен, Карла, Микаса, только живите. О, Гриша. Я-то думал, кстати, где его батя? Его-то вызвали. Эрен! Эрен! Папа! Не надо, папа! Зачем ты это Да делаешь? я это помню. Вот Не это да. спори, дай сюда руку! Не надо! Ты сошел с ума из-за того, что мама погибла! Эрен! Пусти меня, папа! Я хочу тебе помочь! О чем ты говоришь? Не забывай про ключ! Ты обязан попасть в наш подвал! Храни его у себя, пока не узнаешь правду! Ключ, подвал, укол. Если честно, я там, когда впервые смотрел, думал, Все хорошо? Блин. Кошмар приснился? По-моему, я виделся с папой. Когда? Это сон.
Думаешь? А ключик откуда? Пойдем. Ключик откуда? На улице еду раздают. Говорят, тут склад провизии. Всех, кто прибыл на корабле, собирают тут. На всех-то не хватит еды, 100%. Тысячи беженцев, тысячи. Ну, встал очередь! Отвали! Я с самого вечера ничего не ел! Ну вот, началось. Рано говорить, что мы с тобой выжили. Рано говорить. Микаса! О, Армин. Армин! Держите! Мы успели! Дедушка достал на всех. Сказал, что это детям. Спасибо. По-презренному. Чего это он? А что поделать? Скорее всего, еды на всех не хватит. Ну а то. Даже это нам на весь день. Наверное. Беженцев слишком много. А ведь еды и так не хватало. Знаешь ведь, что людей по нашу сторону стены и без того не ценили. Они не здешние. пос- Чего мы делимся с ними едой? Закрой рот, а, гнида. Если уж титаны проникли за стену, то могли бы и побольше их слопать. Нет, сейчас стой на месте. Ну, конечно. Справедливость. А теперь еды будет совсем не хватать. Ты что творишь, паршивец? Вот она. Вы ничего не знаете! Вы ведь никогда в жизни не видели, как титаны пожирают людей! Да. И не дай бог увидеть. Закрой рот! Простите! Он просто изголодался, вот и злой. Поэтому и повел себя с вами так грубо. Только не сердитесь! Ага. Вообще-то, вы все уже помирали бы с голоду. Без нашей помощи. Ну, и это тоже правда. Даже детям следует знать, кто их кормит. Черт! Да кому его помощь нужна? Закрой рот, а. Я еще отобью стену Мария. О как. Перебью всех этих титанов. Эрон, скажи, ты ведь просто шутишь? Не шучу! Я не буду, как они, храбриться, сидя за стенами! Не нужны мне их подачки! Закрой рот, возьми хлеб и ешь. Эрон, с голоду помрешь! Разве тебе не обидно? Как можно победить титанов, полагаясь на подачки? Глупости! Какая победа! Мы можем только и дальше жить за стенами! Не надо геройствовать! Ты погибнешь, как мои мама и папа! Лучше пусть они нас и дальше жрут! Стыдно так говорить! Да нам ничего не остается! Это просто отговорка! Ну и живи тогда всю жизнь, словно скот в загоне, чертов слабак! Ну, Эрона понять можно, я даже его Микаса. сейчас не обвиняю, он такого увидел. Но Микаса, смотрите как, хладнокровно. Ну, потому что она уже перенесла подобную сцену, так что... Если Армин слабак, то и мы с тобой тоже. Еще как. Не смогли сами сбежать от Титана, даже уйти из города. Это да, это, Нам всегда кто-то помогал. это так. Даже еду сегодня нам помогли достать. Такие слабые люди не смогут победить и одного Титана. Сейчас главное выжить, как велела нам тетушка. Сейчас главное выжить. И жри. Микаса! Теперь жуй и останься в живых. Я не дам тебе умереть от голода. Знаете, когда немощен, и ты это знаешь, и тебя это бесит, и ты не можешь принять самого себя в этот момент, это ощущение... Довольно скоро большую часть беженцев отправили обрабатывать земли, Ну да, чтобы обеспечить всех урожаем. да. Но еды все равно не хватало. Ну ясно. И в следующем 846 году столичное правительство решило отбить стену Мария и бросило на операцию большую часть беженцев. На корм их отправили. Отправили их на корм, избавились от лишнего балласта, сволочи. Их было 25 тысяч. Боже мой. Почти 0,2 всего населения.
0,2. Но обратно вернулось немногим более 100. 100 человек только. Эта 100. жертва позволила, пусть и не окончательно, но справиться с угрозой голода. А что будет дальше? А что дальше будет? Потом еще 10 людей, тысяч отправятся, да? У Армина никого не осталось. И дед тоже. Это все из-за титанов. Если мы их победим, то сможем вернуть наш дом. Армин, через год я пойду в училище. Угу. И научусь, как воевать с титанами. Ну все, идет. Я тоже. Армин! Я тоже! Я пойду с вами. Ну а то, куда Микаса? ты денешься? Лучше не надо. Ты же говорила, главное выжить. Да. Я пойду и не позволю тебе умереть. И выжить, кстати, будут учиться выживать, потому что, видимо, стены нифига не гарантия. Хорошо. Идем вместе. А то, погнали. Стены не гарантия, остается учиться воевать против них, когда придет время, когда час придет. Сегодня вам позволят вступить в ряды 104-го кадетского корпуса. Ох. А я тот, кому придется маяться с такими отбросами, как вы. Ага, понятно. Инструктор Кит Санис. Не думайте, что вас ждет теплый прием. Прямо сейчас вы годны только на то, чтобы кормить титанов. И ни на что больше. Но следующие 3 года посмотрите на вами, рожи. беспомощными отбросами, займемся мы. И вобьем в ваши головы, как воевать с титанами. И когда через 3 года вы встретите титана, будете ли вы ему кормом? Или же станете крепкой стеной, оберегающей короля? На Микасу гляньте. А может, обратным солдатом, режущим титанов во благо людей? Решать вам! О, Да, я им стану. под сияющим И солнцем. истреблю всех титанов до единого. Понятно. Превращается в маньяка потихоньку. Спорим, 2/3 отсюда будут мертвы в первом же бою. Продолжение следует. Великолепная серия, которая, ну, честно, я жалею, что одновременно не снял первую и вторую, потому что надо... дополнила она друг другу. Дополняют они друг другу, но ничего страшного. Ну, что могу сказать, великолепная серия, великолепная серия. По-быстренькому сейчас общий момент скажу по поводу карт, на которых мы остановились поподробнее. Если честно, вот если смотреть на первую карту, на часть 1, да, то произошла просто глобальная трагедия, глобальнейшая трагедия. Было уничтожено, было отобрано просто львиная доля земли, на которой больше никто не будет находиться, банально из-за того, что там опасно. Это сколько же земли плодородной, сколько же ресурсов, сколько же материалов, сколько человеческих ресурсов, которые в данный момент очень нужны, сколько просто в один день оказались просто выброшены, лишены. Это страшно. И нам, ясное дело, в конце продемонстрировали последствия всего этого, потому что только одним нападением и только одним, только одним уничтожением одного города, а потом и взятие территории, которые перед стеной Мария и перед стеной Роза и за стеной Мария, это только начало было всей масштабной трагедии. Тут произошла не только военная трагедия, тут также случилась масштабная экономическая трагедия, из-за которого 25 тысяч людей были принесены в жертву, чтобы остальные могли жить. Так, теперь в начало вернемся. Если честно, снова же нам продемонстрировали очень грамотно, между прочим, красиво показали и дополнили весь ужас происходящего. Символизмами, деталями, кадрами. Короче, хочу подробнее остановиться на начале. Начало было очень интересным, потому что нам не просто так показали, как людей съедают. Тут очень грамотно была продумана каждая смерть отдельного человека. Нам продемонстрировали женщину, которая спряталась, между прочим, в 3 стенах. Типа, вот, и это ее ничем не помогло. Это такая своеобразная отсылка к первой серии, это такая миниатюрненькая отсылочка к тому, что происходит в масштабе. И нам это показали одним кадром. И это было вот
очень, мне очень нравится, когда художники, когда авторы маленькими моментиками демонстрируют масштаб, и чем подробнее, тем лучше. Во-вторых, нам продемонстрировали сумасшедшего священника, ну почему сумасшедшего, просто фанатичного священника, так выскажусь поподробнее, который молился и, ну, ни до чего не домолился. Его съели, книга упала, и она полностью пропиталась кровью. Между прочим, это нам продемонстрировало один интересный момент. Нам снова же показали только одного человека, который погиб из-за того, что он был весьма фанатично настроен по отношению к стенам, вот по отношению к той религии, которая там происходит, вот восхваление стен и так далее. Но по факту это все пустое. Но нам показали только одного человека. А представляете, сколько людей молилось. И этот кадр последний, этой маленькой миниатюрненькой сцены, когда эта книга упала на крови, это сколько жертв на совести этой религии сейчас, которая там. Между прочим, это ярко демонстрирует тот момент, сколько напрасной крови на очень многих религиозных, скажем, учений. Как и наяву, так и здесь. Нам это здесь ярко продемонстрировали за 20 секунд. И если честно, вот это аниме очень качественно, сюжетно выстроено, потому что не только она многослойно сюжетная. Первый слой, то, что происходит, второй слой, который реагирует на наше подсознание и которое играет на ассоциации, которые есть в нашей реальной истории. Супер. Также хочется снова же подчеркнуть реализм данного произведения. Нам показали город Трост. Нам показали, которая в стене моря, там совет заседал. И все они были, если посмотреть на этих всех людей, это были все пожилые люди. Некоторые лысые были, некоторые полулысина у одного была, у другого была полная лысина, все такие толстые, без каких-либо таких отличительных черт. Вот это мне очень нравится в данном произведении. Здесь просто в реалистичной манере, но все выглядят по-разному. Каждого там персонажа можно прекрасно выделить. Даже финальный кадр, когда я смотрел на всех ребят, которые поступили в кадетский корпус в 104-й, это банально, каждого можно узнать по отдельности. Вот банально каждый отрисован так, что можно узнать по отдельности. И, если честно, этого момента во многих тайтлах не хватает. Откровенно. Да, и я совсем забыл сказать по поводу самого первого кадра. Черный ворон. Черный ворон, яркий символизм. Всего нехорошего. Черный ворон имеет очень-очень много плохих ассоциаций, скажем так. Если честно, очень незаслуженно. Если честно, очень незаслуженно. Это считается умнейшей птицей. Черный ворон считается умнейшей птицей на земле, вообще-то. И как-то она незаслуженно имеет репутацию несчастья. Между прочим, хочется вспомнить сериал. Это сейчас такая... Я не знаю, откуда у меня эта ассоциация появилась, но все-таки скажу. Хочу вспомнить клан Сопрано. Я сейчас объясню, в чем смысл. В Италии ворон это очень имеет... там очень сильный символизм. Если кто смотрел клан Сопрано, есть сцена, когда Кристофер, племянник Тони Сопрано, он получает... Его принимают в организацию, и там идет ритуал. И во время этого ритуала там птица. Прямо возле окна. Тот такой смотрит. Это был сильнейший символизм того, что все. Жизнь кончена. Все плохо, теперь закончится. Очень плохо. В итоге, если кто смотрел клан Сопрано полностью, вы прекрасно знаете, чем закончилась история Кристофера Малдисанти. Тут у меня вот такая ассоциация произошла. Черный ворон, если в кадре, это плохо. И еще один момент вспомнил снова же. Сыны анархии. Сыны анархии. Что начало, что конец. Сериала «Сыны анархии» начиналось с ворона. И нам показали
Если честно, я не придаю пока этому большое значение, потому что это дальше в сюжете нам расскажут. Но нам показали, ясное дело, отца Эрона, что он ему что-то вколол. Видимо, он не вышел с ними полностью на связь. Он его схватил, быстренько что-то вколол, оставил ключ и сбежал. Что это было, фиг знает. Куда его отец пропал, я до сих пор не знаю. Я только знаю, что у него есть ключ, и у него есть раздолбанный дом, и там подвал. И нужно туда попасть. И если честно, я помню, как я в прошлый раз ждал этого момента весь сезон. И фига с 2 дождался. И в конце, когда уже пришло осознание всего, что произошло, Эрон, Микаса и Армин решили поступить в кадетский корпус. Потому что жизнь показала, что единственный способ хоть как-то остаться в живых, научиться бороться. Потому что стены не помогут. Не факт, что такая же страшная ситуация не произойдет и в следующий раз. И на сей раз, надеюсь, хоть кто-то успеет подготовиться. Потому что гарнизон оказался ни на что не годен. Абсолютно. Та дыра, которую ее можно было удержать. Возможно было. Этот бронированный Титан не по всем же фронтам все сломал. Нет. Можно было бы вполне удержать и потом как-то это заклепать. Ну, короче, с этой троицей я все понял. Армин у нас это мозги, Микаса это мускулы, а Эрон это сердце всей компании. Им нужен, короче, еще 4-й. Не знаю, кто-нибудь. Но эта тройка вполне вот создает такой, знаете, соответствует всем, скажем так, соответствует всем правилам команды. Соответствует всем правилам команды. У них есть свой мозг, у них есть свой лидер, у них есть свои мускулы, им нужен еще шутник, кстати. Шутник бы добавился бы, но, учитывая концепцию истории, какие уж тут шутки. Армин тоже пошел в разведкорпус по одной причине. Потому что последствия, потом увиденные последствия того, что случилось, его полностью убедили в том, что нужно с ними, с титанами бороться. Только борьба их остановит, больше ничего их не остановит. Ни стена, ничего, потому что если они прорвут теперь еще и Розу, все, это будет истребление всего человечества. Там за Сигансин, за Сина, извиняюсь, Сигансин это город, а Сина это еще, это самые последние ворота, где 100% богатеи живут, все самые богатые. Туда никого не впустят. Фига с 2. Или снова отправят 500 тысяч человек уже на сей раз. И все. Все, на этом все закончится. Также, между прочим, хотелось бы сказать по поводу некоторых мыслей, которые вообще в самом начальном вступлении данной серии появились. Почему именно титаны? Почему здесь не какие-то чудовища, а именно титаны? Вот именно большие титаны. Во-первых, намного страшнее наблюдать, как человекоподобное существо поедает человекоподобного другое существо. Потому что весь ужас этой ситуации в том, что мы хоть и неосознанно, но немножечко отождествляем. Мы человека отождествляем все-таки с титаном, потому что они более или менее на нас похожи. А это еще ужаснее. Если бы нас кушало бы какое-то параллельное чудовище, похожее на змею, то это все выглядело бы не так ужасно. Это во-первых. Во-вторых, если вспомнить старые античные произведения, то там как раз титаны являются самыми страшными существами, против которых боги, их потомки, между прочим, боролись, чтобы остановить истребление всего. Вот мне реально кажется, что вот какая-то малая идея была подчеркнута из античной мифологии на самом деле. Ну и, конечно, в конце нам показали Кита Сависа, инструктора, который корчит из себя прямо... Ну, это уже классикой стало. Подобные сцены стали уже классикой. Серьезно. Когда есть инструктор, когда есть молодняк, он должен их по полной программе нагибать. Отсылка к великому произведению Стэнли Кубрика «Цельнометаллическая оболочка», которая, между прочим, немного о другом рассказывает о том, как все это
фигово. Но, что поделать, отсылка есть отсылка, я очень хотел о ней сказать, потому что, ну, везде уже, во всех фильмах, где есть инструктор и где есть новобранцы, всегда происходит отсылка к цельнометаллической оболочке. И не только в американском кинематографе, а также в русском кинематографе то же самое было. Вспомнить «Девятую роту», полфильма, господи, это отсылка к цельнометаллической оболочке. Что ж, это была вторая серия «Атаки Титанов». Благодарю, если смотрели это вместе со мной. Если вам понравилось, будьте добры, поставьте лайк, подпишитесь на канал, в группу ВКонтакте и на Бусти обязательно, где я выложу данную серию без ограничений. Удачи! Увидимся на 3-й серии.